Залажу я домой, шибко болит нога, бывает, промахнусь и падаю с дивана. Соседи взяли, выкупили землю. Какую землю они выкупили? Двор полностью, по которому я ходила, Домой заходите в окно. в окно. По закону, заметьте, как утверждает администрация. После того, как я выкупил территорию, я поставил свой забор. У вас документы на землю какую? У меня на двор. А это что за забор? Блин. Просто я не ожидал такого вопроса. И, может быть, факт коррупции. Стоит беседка, которую я поставил. И? Они начали зубоскалить. А в чем преступление? Посидели внуки, позубоскалили. Эта земля наша, общая. По сути, он вообще там никто, он просто прописан. На нервах у нее На всё. нервах, все болячки на нервах. А он по ее визгу-писку идет и делает вот эти вот проблемы. Придет еще ночью, убьет. Дочь ваша предлагала вам к ней переехать. Да, старшая дочь. Давайте ее в студию позовем. Добрый день. Я уже забыла, сколько там у тебя съемных квартир было. 40 с чем-то. Не считай. Ну вот хоть в одну из них ты через окно заходил? Каюсь, нет. А мы сейчас познакомимся с пенсионеркой, которой соседи другого выхода, как заходить в свое собственное жилье через окно, просто не оставили. Ну, то есть не выхода, а входа. Вход через окно, ну и выход тоже. Интересно. Сегодня в нашей студии Татьяна Гущина из Челябинской области. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это что же у вас такое произошло, что теперь вы к себе домой можете только через окно заходить? Ну, соседи взяли, отгородились, выкупили землю, не посчитая, что во дворе 2 квартиры. У нас вообще дом 4-квартирный. Ну, как Подождите, у вас дом. Дом на 4 квартиры. На 4 квартиры. Да. Одна из них ваша. Да, средняя. Вот. Моя. И как так произошло-то? Какую землю они выкупили? Они выкупили, поехали в администрацию, выкупили двор полностью, по которому я ходила. Так. Но они меня предупредили, говорят, мы теперь собственники, а ты тут никто. Ищи выход, где хочешь. А у вас квартира, как я понимаю, муниципальная. Да. И они перекрыли это. Они сами как входят? Вот вход номер 3, вот этот, да, красный, который обозначен здесь. Это вот квартира номер 4. Да. Это вот. их квартира. Да, это их квартира. Подождите, они вас не пускают через свой ход, что ли? Да, они поменяли замки, все. И поставили забор. Интересно. А как Подождите, давно? а ваша это вот эта вот квартира номер 3. Да, это моя И вы квартира. раньше могли зайти. Да, это было. А теперь поставили забор, и вы там зайти не можете. Не могу, и ключей у меня нет. То есть, получается, у вас откуда вход-то теперь? Только через окно? Через окно, Вот да. с этой стороны, Да, которая да, с зелененьким пунктиром, да? Да, через Ага. А как давно вы там живете? окно. Больше 20 лет. А что администрация сказала? Это же муниципальное Но жилье. мы найдем выход. Какой? Я не знаю, какой. Я у них спросила, вы какой мне выход-то найдете? Метлу мне купите, чтобы я летала-то. Слушайте, а правда, что замглавы администрации сделал вам все-таки очень щедрое предложение? Да, лесенки поставить. Лесенку к окну вам К предложили окну, к окну, сделать? да, к окну. Слушайте, Я говорю, да у вас ладно. крайне изобретательная администрация. Очень. А как давно вы вот в окно-то лазите? Месяц уже. Месяц? Вы Нет, подождите, то есть это не шутка. Это не вы шутка, не конечно. преувеличиваете. Вы Нет. домой Я выхожу... заходите в окно. В окно. И у меня там дом остается. Я ухожу на работу, он остается открытый. То есть правильно я понимаю, что когда вы на работу ушли, вот так вот у вас квартира Да, открыто. распахнутая Да, стоит? да. Ну, Интересная или что, история. на окно Слушайте, а надо вы кроме амбарный замок вешать? Кроме администрации куда-то жаловались, нет? Мы жаловались в прокуратуру. И что, кстати, месяц-то прошел уже, или нет? А что, Писали, ответ был? они послали в Челябинск на Элькина 48 разобраться с этими, что как, правомерно, неправомерно. Они дали ответ, что да, все по закону сделано. По какому закону? Не знаю, все по закону. Давайте посмотрим, как вы живете в таких условиях. Я работаю в кафе, смена моя закончилась, я поехала домой. Вот я пришла домой с работы уставшая, и теперь мне приходится не в двери заходить, как люди, а в окно. Вот залажу я домой, у меня шибко болит нога,
Который раз бывает промахнусь и падаю с дивана. Куда деваться? Вот моя квартира, она находится посередине. С этой стороны забор, а выходила я вот здесь. Сейчас вот соседи поставили забор, он полный был. А сейчас они шифер убрали, а к той двери замок поменен. Ключ мне не дали. Теперь доступ к моей квартире только через окно. Привет. Давайте отдайте потихоньку. Вы не ушиблись? Нет. Нормально? Нет. Пойдемте чай пить. К бабушке мы приходим раз в неделю точно. Раньше мы заходили через дверь, у нас ключи были. Сейчас через окно лазить это вообще. Ну вот за бабушку тоже переживаем. Вдруг, не знаю, что-нибудь себя покалечит прям вообще сильно. Я бы хотела, чтобы у них было перемирие. Они дали бабушке ключи, чтобы бабушка ходила через ворота. Хорошо, не через окно лазила, конечно. Слушайте, а эти соседи у вас уже сколько лет? Ну, Галя-то она почти так же, как и я, переехала. А отношения у вас какие были? Ну, раньше были нечестные отношения. Потом мы поспорили с ней из-за ворот. Она говорит, строй. Я говорю, давай, Галя, поставим. Ну, это были деревянные ворота. Зимой пали они. Я говорю, Галя, давай железные поставим. Ну, она как говорит, давай ставь, я тебе половину отдам. Угу. Ну, вот. Она мне не стала отдавать деньги. Мы с ней поспорили, после этого с ней не стали разговаривать. То есть вы за ворота заплатили из своего кармана? Да. И потом они в этих же воротах поменяли замок, Да. который вы на свои деньги сделали, она даже половины вам не отдала. Все верно. Давайте Слушайте, они послушаем. пьющие? Да, и Галя-то, она болит всю жизнь так. Не, я просто хотел А послушать. второй кто? Ну, выпивает Коля, сожитель ее. Это ее сожитель. Да, А да. он как давно там живет? Ну, года 4-5, наверное. А у вас с ним хорошие были отношения? Да нет, он конфликтный мужик. А, так вот, может быть, в чем дело? Может, он эту Галю-то и накрутил? Нет, это наоборот Галя его, наверное, накрутит. Галя накрутила. Понятно. Да. Вот мы как раз с Галей, с Гульфирой ее зовут на самом деле, и с Николаем поговорили, что у них в голове, как это можно было взять и вот так вот придумать. По закону, заметьте, как утверждает администрация, по закону. Давайте посмотрим. Вот наша половина дома. Раньше эта территория была общая. Соседка ходила здесь вот, да. А сейчас мы выкупили. Ну, у нас ворота открыты, чтобы она выходила, заходила. Кто выкупил землю, потому что соседка занялась самоуправством. Эта часть сарая была наша. Здесь у нас стояла мебель. Вытащили это все, разобрали старый сарай. Там она наняла работников, закрыла здесь и все. Грядку здесь заняла, здесь цветочки рассаживает. Мне вот они не нужны. Я хотел здесь вообще теплицу поставить под огурцы. После этого вот началось, она поставила вот этот вот забор здесь, прямо напротив моих входных дверей. После того, как я выкупил территорию, получил документы, я поставил свой забор. Вот этот кусок шифера, он там стоял, я его убрал сразу. И вот он до сих пор здесь стоит. То есть у нее есть выход, пожалуйста, пускай ходит. Те ворота открыты с 6 утра до 9 вечера. Единственное, что я сказал, чтобы ни внуков, никого не было. Так как я опасаюсь за жизнь жены. Она у меня сердечница. Вот давление 240 на 140. Вот почти что каждый день у меня вот такое давление. Вот. Из-за этого всего жена и переживает. На нервах у нее На все. нервах. У меня все болячки на нервах. Ну, послушайте, главное, что они сказали на этом видео, что они вам не препятствуют в доступе к квартире. Пожалуйста, ну, они, правда, часы какие-то поставили там с 9 до... С 6 утра до 9 6 вечера. до 9 И вечера. почему они мне еще, почему они тут не сказали, что мы тебе даем проход, но только с одним условием, что ко Каким? мне не будут ни дети, ни Это внуки. они сказали. Чтобы никаких внуков и детей тут не было. Не А то у было. меня жена сердечница. Да. И вот, а что значит, если она увидит чьих-то внуков, у нее что, сердце остановится, что ли?
Скажите, а вот у Гали это из-за вашего конфликта так давление поднялось? Или она всегда болеет? Она с 19 лет болеет. Так вы же сказали с самого начала, да. что она болеет всю жизнь. Ну, так правильно? или- так или То есть иначе. это с конфликтом никак не связано. Так Нет, или они- иначе, Галю по состоянию здоровья приехать, естественно, к нам не смогла. Но вот Николай приехал. Давайте его позовем. Здравствуйте. Николай, Опять шапито и здесь устроил. Николай, как Гульфира себя Здравствуйте. чувствует? Здрасте. До 180 давление сбили. А это как-то На. связано с конфликтом, который сейчас происходит? Да. Вы не понимали, когда вот вы покупали эту землю, ставили забор, к чему это приведет? Почему? Я понимал. Я Ну. 5 лет к администрации бегал, пытался как-то урегулировать этот конфликт, чтобы а они какой помогли конфликт-то? мне. Поначалу пропадали вещи, как бы шибко внимания не обращал на это. Последнее вот непосредственно пропал мой телефон. Я плюнул на это, не стал поднимать. Вы считаете, что она воровала у вас И вещи? это я не утверждаю, что она просто вот конкретно по поводу телефона, мой телефон, я видел непосредственно у ее внука в руках. А почему вы не отняли у него телефон? Потому что бабушка у него стояла выше, смотрела там на все это. Ну так это если ваш телефон. Это опять милиция приедет, участковый ко мне приедет. Почему опять? А потому что она вызывала на меня и участковых, и местную Без администрацию. повода? А какой был повод? То, что я сидел у себя в беседке, пиво пил. На выходной приехал я с работы. Скажите мне, пожалуйста, вы с Галей официально расписаны? Нет. Понятно. А вы прописаны здесь? Да. Прописаны. Да. Но собственником не являетесь? Нет. Я вот все равно не поняла, с чего 5 лет начался конфликт. Прошу вас, объясните русским языком. Телефон украли. Ну так Да телефон нет. украли недавно. Это все вместе и как бы... Что оно- именно? Милицию она вызывала на меня не Так, может, вы единожды бухали? участковый. А? Может, вы бухали? В том-то и дело, что нет. Скажите мне, а вот нам Татьяна тут сказала, что она с Галей договорилась о том, что они ворота поменяют. Галя сказала, давай, я в пополаме, а потом, когда ворота поставили, она отказалась платить. Был такой? Нет, она отдала. Больше половины Галя отдала, потому что у нее есть дочь, в городе живет, в Челябинске. Аж до того Галя задержала немного денег, ну, у нее там проблемы были небольшие. И вот эта дочка набрякивала Гале с угрозами «не отдашь маме деньги». Гале пришлось занимать деньги у подруги, и она отдала деньги. А сколько лет назад это было? Более 10 лет. История с забором была при нем? Нет. То есть вас не было? С каким забором? Ну вот с этими С воротами воротами. железными. Нет, нет. Нет, так мне рассказали. Зачем? Так правильно. То есть вы не очевидец этой истории? Так вы спросили, я вам ответил. Можно еще один вопрос? Вот смотрите, вот вы купили, как я понимаю, задний двор, да? Вот, ну, часть этого двора. Приходили инженеры, это есть все в ЕГРН, да, то есть все официально, вы деньги заплатили Да, да, администрации, да. вам Всё по дали право закону собственности, ну не сделал. вам, а вашей сожительнице дали право Да. собственности. А вот этот палисадник кто огораживал? То есть? Вот почему здесь забор стоит? Блин. Мгм. А кто, кстати, Просто я не ожидал такого вопроса. Я понимаю, что вы не ожидали такого вопроса. скажите, пожалуйста, может быть, я еще вам один неожиданный вопрос задам. А кто решил выкупить землю? Это что было решение, ваше или Галя? Да не знаю. Ну как, не знаю, вы сказали, что вы, Да, что вы лично 5 Сели, лет... поговорили, вместе решили. Давайте так, у нас тут есть специалисты, мы об этом чуть позже поговорим, но правила сервитута никто не отменял. Продать вам эту землю не могли. Любая прокуратура моментально установит нарушение и, может быть, факт коррупции. Вот тут ваша администрация получит по полной программе еще от Следственного комитета. Кстати, а сколько вы заплатили за землю? Я не помню. Ну как это вы не помните? Я не помню. Ну когда вы ее купили? Вы заплатили 3238 рублей 21 копейку? Да, где-то так. А, да, вон. Вон же. Мгм.
И теперь за Успел. 3238 рублей устраиваете ад своей соседки? Я не устраиваю ей ад. А почему вы стоите на видео и с просто интонацией короля говорите, что она может тут ходить с 6 до 9, но чтобы никаких и ни внуков, никого здесь не было? Ты кто такой? Стоп. Почему я так сказал? Потому что был не единожды инцидент, Какой? когда внуки приходили туда с друзьями, там видели, вот показывали, стоит беседка, которую я поставил. И? Сядут туда и сидят там, жена выйдет. Начала их выгонять оттуда. Слушайте, вот, знаете- да, начала выгонять Ну? их оттуда. Они начали зубоскалить. Я в это время был на работе. А в чем преступление? Посидели внуки, позубоскалили. И что? А возраст у внуков какой? 8, 12, Чего? 14 лет. 14, 15 там с твоим старшим внуком. Сколько их там было? 5-6 человек. Ты кому У рассказываешь? меня старший внук. Старший он уже внук 5 выше лет- меня в то 5 время лет был. уже не живет здесь, он живет в Иркутске, у него там своя 5 семья. лет. Он как Какие отслужил, А так и в вот. чем преступление? Подождите, а сколько у вас всего внуков? 8. 8 Отслужил, грубо берем, 2 года. И что? 3 года где-то с этого момента прошло, как это было все, вот произошло. Я поговорил, ну, после этого-то не было, она не Так звонила, а я почему вы уезжал на сейчас работу. запрещаете внукам ходить, если этот инцидент был 3 года назад, и он был улажен? Я не ожидаю чего больше. Слушайте, чего-то давайте- Подождите, большего. они 3 года вели себя нормально, а сейчас резко должны опять начать вести себя плохо. Не, Ну что ты подождите. несешь? Нет, Ну смотрите. реально, что ты несешь? Давайте Кого так, я несу-то? сейчас, смотрите, Я два ничего не несу, я сижу Так, спокойно. стоп, 2 вывода я сейчас сделал. Первое, я продаю свою баню и покупаю ваш город по этой цене. А почему нет? Вот так же и мне сказали. Приедет дядя, Да. откупит всю землю, и будешь ты ему платить. Да, всё Вышел правильно. Вот 5 рублей, зашел 10. Я ровно так и сделаю, поверьте мне. Это первое. Во-вторых, вы же не единственные соседи там. Есть еще 2. Вот с одним из них, соседом из первой квартиры Николая, ну, если есть конфликт, он же всех должен задевать. Это же не хоромы какие-нибудь, это вот барачек стоит маленький. Может, у него тоже есть претензии? Давайте его послушаем. Вот я житель первой квартиры, заехал в 91 году. С соседями договорились. Вот тут проход на улицу сделал, там гараж сделал. Ну, территория небольшая. В принципе, 2 сотки, наверное, будут. Хватает за глаза. Землю не надо мне как бы. У нее там свой выход, свой дровяник, свой гараж. Чтобы только друг другу не мешать, через ограды не ходить. Ну и получилось, в принципе. Больше 20 лет живем в согласии. Та сторона всю жизнь ходила отдельно. Все на них нашло. Какую-то дележку, какая-то приватизация. Я пытался приватизировать, мне не дали. А тут что-то взяли и купили землю. На каком основании и как. Ну вот сейчас человек мается, через окошко лазит. Это же не дело. Здесь сделано неправильно. Должно согласие быть всех жильцов этого дома. Ну, разумный человек. А есть же еще у вас одна соседка Олеся. Да, есть. И у нее, как я посмотрю, это участок самый большой. Вот у нее 2 входа с той улицы и с этой в квартиру 2. А у вас теперь ни одного. Она не имела права ставить этот забор так же, как и они. Понимаете? Только у нее ситуация, как мне кажется, еще хуже. Она же никуда не ходила, она просто по праву старейшины это заняла. Давайте Олесю позовем и спросим, что она думает по этому поводу. Здравствуйте. Я пыталась купить эту землю, и не раз мы тоже ходили в администрацию. Нам сказали, нет, это муниципальная земля, то есть общего пользования, и ей пользуются абсолютно все, кто проживает в этом доме. Тогда зачем вы поставили забор? Это не я поставила. Этот забор изначально, как дом построили, он так и стоял там. То есть у нас вообще в деревне такие 4-квартирники, их достаточно много. И там изначально, когда строят, вот 4 квартиры, сразу двор разделяют на 2 половины. 2 квартиры здесь, потому что так попроще договориться с 2 соседями, да, 2, чем вчетвером договариваться. 2 квартиры здесь. Давайте аналогию проводить. Представим себе многоквартирный дом в какой-нибудь спальный район, неважно какого города. Ну вот стоит 9-этажный, 6-подъездный дом. В него есть 6 входов. Дальше жильцы первого подъезда говорят, да ну,
Чего у нас земли-то нет? Мы же хотим тоже хозяйство вести, и курей, и свиней, и так далее. И они не за домом, как обычно это делают там полисадник, где входов нет, а перед домом, да, ставят забор. Но забор при этом захватывает еще. Ну, муниципалитет так распорядился. И вход во второй подъезд. И дальше они говорят: ребята, а у нас земля вот куплена. Мы закрыли, потому что вот мы можем же вокруг своей земли забор поставить. А как жильцам второго подъезда ходить? Это их проблема. Пусть они ходят через третий, выходят через окно, а оттуда уже к себе залезают через эту квартиру на первом этаже, а дальше, как обычно, на лифте. Понимаете абсурд весь? Я понимаю, вы, может быть, предполагаете то, что я бы, тетя Таня, открыла забор. Да. Я и говорила. Нет, Но я не- человек старой закалки, со своим характером, он ходил там 20 лет. И она говорит: почему я пойду по твоему двору, когда у меня есть свой двор, и я хочу ходить здесь? Теперь объясните, пожалуйста, почему им, четвертой квартире, дали возможность приватизировать, вернее, прихватить этот вам до участок, сих пор а вам не нет. дали? Понятия не имею. Это вопрос А к у вас администрации. подождите, у вас тоже квартира не муниципальная, а приватизированная? Приватизировано. И мы не раз обращались в администрацию, и в сельскую администрацию, и в районную А в администрацию, чем тогда чтобы приватизировать вот землю. в чем секрет тогда, объясните мне? Почему им дали, Мне а вам кажется, нет? здесь либо какие-то дружеские отношения с администрацией, либо здесь какой-то подкуп, либо администрация просто по глупости подписала документы. Когда он сказал, что у него все оформлено, я даже не поверила в это. Я тете Тане говорю: не переживай. Она говорит: они сказали, поставят забор. Я говорю: не переживай, никакой забор они не поставят, потому что у них невозможно сделать эту землю. Эта земля наша, общая. Давайте так, мы участок Николая видели, участок номер 4, квартира 4 мы видели. Ваш еще не видели, давайте посмотрим. Вот это наша часть дома. Я так же, как и тетя Таня, живу посередине. Ранее я ходила через двор у дяди Коли здесь. Потом мы с ним решили разделиться. Вот здесь вот у нас, так как нету соседей, как у них там, у меня есть возможность сделать вот здесь себе вход-выход. И то есть я захожу сюда к себе во двор. Вот этот забор, он стоит здесь с самой постройки дома, то есть разграничивает две территории. С одной стороны мы вдвоем живем, я посередине, дядя Коля с краю. С другой стороны они посередине и с краю квартира. Он мне говорит: ты здесь разгораживай, и она будет ходить через тебя. А почему она должна ходить через меня, если она 20 с лишним лет ходит через тот двор? Он говорит: потому что у тебя земля, то есть получается ничейная, общая, а у меня она купленная. А как она, каким образом у тебя куплена, если мы тоже хотели бы купить, да, и нам все отказали? А как тогда он купил? А завтра он купит мой участок? А завтра он купит дядя Колин, да? И мы, то есть, все через окно пойдем? Слушайте, а действительно, пойдет и ваш участок Запросто. купит? Слушайте, ну вообще как-то интересно, из ваших уст все время звучит, что это он во всем виноват, он такой зачинщик, хотя по сути он вообще там никто, он просто прописан. Потому что он участник всего этого. То есть Галина, она его начинает наускивать, кричать, визжать, пищать, а он по ее визгу-писку идет и делает вот эти вот проблемы, решает. Все-таки она наускивает. Ну, для меня да. Слушайте, друзья мои, тут у вас как-то прям совсем страсти шекспировские кипят. Например, вот кто мог подумать, что при таком надежном защитнике, вот он сидит, Гуля почему-то так боится Татьяну, Ой, вообще. что ночи дома не спит. Ой, ее. А где она? А уходит, вот смотрите, а уходит как раз к вашей односельчанке. Наталья, правда, что у вас иногда Гуля ночует, потому что боится дома спать? Да, со слов Гали, она боится ночевать дома и говорит, что Таня ей угрожает. Придет еще ночью, убьет или еще что-нибудь. Ой, ее. А что же у нее защитник такой хреновый, что она боится Но соседки он пенсионера? бывает уходит на работу, А, она остается бывает. дома. Он на работу, а она к вам. Да, А чем вы занимаетесь ночами, мне интересно? ну как ночами? Ну, беседуете, чай пьете или покрепче что-нибудь? Нет, спим. Нет? Понятно, спим. Господи, она ходит к вам ночевать? Да. Может, ей скучно просто дома одной находиться, поэтому она к вам ходит ночевать. Причем здесь тетя Таня? Ну вы ничего не смотрите, могу сказать, божий но одуванчик Я сидит. ничего не могу сказать. Я со слов ее только говорю. А вот наученная уже, молодец. А вот скажите, скажите Я мне, со слов говорю, а сейчас бы Как- сказала по-другому, огребла бы. скажите, пожалуйста, Татьяна,
Татьяна, ну вот как по-вашему, Галя с супругом своим, сожителем своим, правы, что вот так вот поступают? Да я вообще желаю, чтобы они помирились. Ну, так а как сколько это можно, сделать? Сколько можно им ругаться-то? Слушайте, как ну это как можно сделать? помириться, если они сменили за замок и сказали, ты будешь ходить здесь в те часы, в которые мы назначили, Ну, и я считаю, что твоих пускай Коля внуков тогда здесь отдает не ключи, будет. Отдай Коле ключи и живите мирно. Вот. А я Правильно? считаю... Конечно. А я считаю, что если он сейчас ей отдаст ключи, а завтра их обратно заберет, это, мне кажется, Да это не не может выход. быть такого. Это не выход. А я Нет, считаю, что смотрите, нужно это аннулировать действительно- полностью эту сделку. Вот вы абсолютно правы, что это не выход. Мы говорим сейчас, конечно же, про то, что это надо сделать прямо сейчас, потому что, ну, пока, он же Ну, считает, Олеся, что давай это ты все на тогда законных разреши основаниях. у себя пройти. Пускай у Пускай тебя делает ходит тогда выход. Слушайте, я так понимаю, Давайте что... я сделаю выход, и мы откроешь. пойдем все трое через вас. Давайте? Пойдемте? Вперед. Вперед. Ребят, Сделал лазейку бабушке. Она лазеет, убрал шиферину и вот такой оставил окошечко. Сейчас дрова надо ей, печку топить. Она через окно это все будет таскать. весь этот вот исторически сложившийся Шанхай, который вы там устроили, незаконные гаражи, незаконные сараи, абсолютно незаконные, ни с той, ни с другой стороны. Понимаете? Все верно. Да, незаконные заборы, в том числе вот штакетник перед этим, да, это все будет снесено. И это будет дом как на плане какого-нибудь там 64-го года при Советском Союзе. 4-квартирный дом, у каждого есть вход и общий, незастроенный двор. Беседочку, может быть, вам разрешат построить некапитальное строительство, чтобы вы вместе там чаи пили. Все верно. Понимаете? Да. Вы А сейчас всё довели верно. до Ты того... хочешь в общем дворе почему жить? никто Послушайте, не вы задался сейчас довели до вопросом, того, что почему я весь ваш, вынужден был весь ваш поставить уклад, забор? который вы сами себе придумали, он сейчас в одночасье рухнет. Да кто вас довел-то? Вас-то лично кто довел? Я опасаюсь, во-первых, за Вот как вы, за какую здоровье, жизнь? Слушайте, у жены. меня вопрос к вам. Вот сколько вам лет? Больше 40. Нет, сколько? Скажите мне, сколько вам лет? Я сейчас с тёлкой разговариваю, которая мне очень... 44. Больше 40, но А? меньше 70. 44. 44? Так вот, вопрос только к вам. К 44-летнему мужику, который пришел жить к бабе в дом, позорище. И сейчас, когда все эти конфликты происходят, он так заботится о своей любимой, так забрал бы ее и съехал, если заботится. Ты приживала, Стоп. понимаешь, приживала. Пришел туда. Еще Я ее права забирал, какие-то забирал к себе. Она не идет. Еще вопросы. Еще один вопрос. Какой ты мужик Хорошо. после этого, если не можешь с бабой со своей так, справиться? Давайте так. Вы забирали ее к себе, куда к себе она мы у меня даже... свободная. Подождите, мы даже уточнять не будем. Я не куда. держу никого в плену. Куда к себе мы уточнять не будем. А правда ли, В сарай. Татьяна, что дочь ваша предлагала вам к ней переехать на то время, пока вот там все эти разборки Да, идут? старшая дочь. А вы почему отказались? Да зачем я? Во-первых, я привыкла тут. Понятно. Привыкла, я не могу не спать Вот ни то у же младшей самое. дочери, ни у Давайте, раз старшей уж вы дочери. упомянули старшую дочь, Елену, давайте ее в студию позовем. Здравствуйте. Мы уже устали от этого. Нужно аннулировать эту всю сделку. Улыбашься, сидишь. Не, Здравствуйте. но сделка за 3000 это сильно. Скажите мне, а вы-то обращались в администрацию, что-то там Да, пытались? мне и маму жалко уже, что она лазит у меня. Мы ей предлагали, чтобы она у нас находилась, чтобы жила. Она говорит, нет, вот дело принципа, я буду лазить через окно, чтобы он как ходила 20 лет, так и буду ходить 20 лет. Ну, правильно. Слушайте, ну а с другой стороны, это ее жилье, она имеет полное право там жить, ну правда. Там каждый уголочек ее, она знает, ей там все удобно. Все нужно съезжать. Слушайте, меня вот что волнует. Тот Николай назвал причиной вообще ссоры изначальной поведение ваших, как я понимаю, детей. Ну, то есть внуков Татьяны. А что ж за звери такие у вас, дети-то? Чем они ему Ну, досаждают? дети, вы видели на экране, мои приходят, они помогают, где в магазин сходить, где так что прийти, помочь, где принести, где в гости, вот они. Да это девчонки, внуки. Последний раз было, когда она мне позвонила, Ты я в какого? 12 ночи Ты про приехал. старшего говоришь, что ли? Да. Его уже 5 лет дед нету, как он в Не этом. 5 лет. Да даже если не 5, а 3. Это было 3 года назад. А чего дальнейшего ожидать?
от таких соседей. Еще Слушайте, ждать пока каких-нибудь Николай сюрпризов. не появился, я так понимаю, что особых конфликтов у вашей мамы с Галей не было. Не было. Как мужик может себя так вести еще в этом бесконечном бабьем царстве? Вот тебе не стыдно? Да он от этого кайфует, Ну реально похоже. не стыдно? Когда человек хочет мира и спокойствия, он приходит и договаривается. Они ходят как гусь Да. по участку. Да, когда человек хочет Я продолжения пытался конфликта... договориться сколько раз. Татьяна, Сидишь. вы готовы договориться с соседями как-то мирно, просто прийти и поговорить? Конечно. А вы готовы договориться? Да, пожалуйста. На каких Я условиях? открытый, пожалуйста. Договоренность — это когда условия подходят и одной, и второй Договоренность — стороне. это- Смотрите, пока это царица морская, я им сейчас про Николая говорю, Да. никакой Да. договоренности не будет. Когда это будет бабка у разбитого корыта, тогда Да. сам прибежит договариваться. Я тоже так Поверьте думаю. мне. И вам Поверьте, нужно я очень... это точно знаю. Пожалуйста. Конечно. Я сколько предлагал, сколько с ней разговаривал, сколько я 5 лет бегал к этой администрации, пытался сделать, чтобы они нашли мне выход какой-то с Да этого почему положения. тебе-то? Ты вообще никто! Потому что постоянно На конфликты у нас с женщине не соседкой. женился. Живешь как приживала. Никакого отношения как собственник к этому ни жилью, ни к земле не имеешь. Я. Да кто ты такой? Ну все, я услышал тебя. Так вам не с администрацией нужно договариваться. Вам нужно, чтобы ваша жена примирилась с Татьяной, чтобы две женщины нашли какой-то общий контакт, а не вам с ней разбираться. Обычный бытовой конфликт соседей, который реально можно решить. Я понимаю сторону одну. Они жили припеваючи спокойно. Тут появляется у нас персонаж, который абсолютно начинает строить свои порядки. Сразу начинается конфликт. Примириться, жить спокойно не получается. Ребята, давайте жить дружно. Давайте все-таки мы люди с вами. Мы люди, цивилизованные. Вот постараемся этот конфликт уладить, решить миром. Скажите мне, пожалуйста, Лен, а вы наверняка, как и я, восхитились решением администрации, предложением, вернее, поставить лестницу? Конечно, мне было это очень, когда мама мне сказала, что администрация предложила поставить лестницу, чтобы легче, пока конфликт нет. Подождите, но это опять. Вот администрация, она же не просто так поставить лестницу. У нее же бюджет есть для этого. Она должна план составить, должна конкурс объявить. По федеральному закону она должна объявить конкурс на строительство этой лестницы. Должны быть В окно. конкурсные проекты, конечно. Но если шутки в сторону, конечно, мы не могли не поговорить с вашим чиновничеством. Давайте посмотрим, что из этого вышло. У собственника квартиры номер 4 документы оформлены в соответствии с действующим законодательством. У остальных граждан, которые проживают, документы не оформлены. Кроме того, границы не установлены в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем органом местного самоуправления было принято решение о продаже ему земельного участка. Согласно сведениям ЕГРН, у квартиры номер 3 имеется выход через квартиру 2 и через квартиру 1. В ходе выезда выяснилось, что у квартиры номер 2 ограждение стоит незаконно, в связи с чем будут приняты соответствующие меры. В ходе анализа документов было установлено, что забор квартиры номер 2 установлен на землях общего пользования без законных на то оснований. Собственнику было выявлено предостережение о недопустимости обязательных требований и предложено принять меры по недопущению нарушения обязательных требований. После обращения в наши инстанции женщина может обратиться в суд с приложением материалов нашей проверки. То есть и суд уже может обязать правообладателя убрать этот незаконный забор. Вы понимаете, о чем они говорят, да? Они говорят о том, что это вы во всем виноваты, Да, да. забор свой поставили. Они говорят Знаете, о почему том, они... что сейчас все, кроме ограды 4-й квартиры, будет снесено. Да, там собственники. Все, абсолютно, да. Но при этом они каким-то образом делают закон избирательным. То есть 4-й квартире они дали возможность приватизировать участок, почему-то установив границы именно так, как они установлены. А остальным они не дают такой возможности. А это как?
3000 рублей за землю. Юль, так они вообще не имели права ее продавать. Это многоквартирный дом. Там собственники должны принимать решение 100% голосованием. У нас ни у кого не брали, ни у одного из собственников, ни подписи, ни согласия на это, на эту куплю. Давай оцени это вот как риэлтор, пожалуйста. Вот это, ну, это казус, понятно, да. Это идиотизм местной администрации. Так они абсолютно продолжают понятно. сопротивляться. Да? Они продолжают настаивать что на том, они что тебе они скажут? правы. То есть они, получается, выделяют земельный участок в квартире номер 4, вызывают кадастровых инженеров. Кадастровый инженер делает, значит, план участка. Опять же, когда Причем исходя кадастровый... из чего? Непонятно. И когда кадастровые инженеры делают план земельного участка, чтобы его обособить, нужны подписи согласия всех собственников. То есть эта сделка уже незаконна? Это уже незаконно. Ее нужно оспаривать, ее нужно признавать незаконной, потому что сами они не договорятся, я понимаю. Земконтроль где? Муниципальная земля, у вас стоят заборы. Сейчас крайне делают собственницу второй квартиры, чью вину еще надо доказать, что это она ставила этот забор, в то время, когда она говорит, что этот забор там испокон веков стоит. Да. То есть столкнули, по сути, людей лбами друг с другом. Вот. Поэтому нужно заново формировать схему, учитывающую права всех граждан и уважительно относиться здесь ко всем участникам. На самом деле, Наталья, я к вам хочу обратиться. Вот вы же подруга Галины. Да. Близкая подруга. Да. Вот то, что мы видели в сюжете, когда приехала скорая, это никакая не постановка. Это Но я это не вызвала для скорую. красивого сюжета. Ей действительно было плохо. Да. Мне давление было 200 на 100. Да. Действительно было плохо. Да. Вот я вам скажу одну вещь. Вот услышьте меня. Угу. Это все закончится на кладбище. Ну да, до поры А до этот времени. пойдет искать себе новое пристанище. И во всем в этом пострадает только ваша подруга. Подожди, если она на него еще завещание не написала, а то и вполне может быть. Да мне не надо ничего. Конечно, тебе не надо. Но я желаю им помириться. Вы Они раньше это хорошо своей жили. подруге объясните, потому что понятно, что после выхода в эфир и администрации придется пошевелиться, и Елена поможет, да, и документы в суд составить. Поможете же вы, да, нашим... У нас огромная просьба, чтобы вы нам помогли, потому что у нас уже сколько писем есть, они все говорят, все сделано по закону. По какому закону, если каждый второй говорит, что это незаконно? Ни Есть одной Генеральная подписи, ни одного прокуратура и согласия. Следственный комитет. Нужно уже А вы писать поможете все составить письма, Потому что мы обращения? уже куда только не писали. Нам везде говорят, все сделано по закону. Вот по закону смотрите, есть установлен специалист забор. по Да. недвижимости, есть у нас юрист высококвалифицированный, которые вам помогут в этом деле, скажут, куда обратиться и что именно И написать. как написать? Спасибо. Да, ну что, я абсолютно убежден, что в этом-то случае вторая серия будет. Ну, мама нормально позволит избивать вот своему сожителю детей? Очень избил 2 маленьких детей. Настолько сильно избил? Перелом ключицы у маленькой, кровоизлияние почек и сломанные ребра. Она на свободе, а он в СИЗО. Маму тоже наказывать надо, 100%. Абсолютно точно соучастник этого преступления. Потому что он кидал угрозы в ее адрес, то, что Какие? детей он убьет, если она пойдет в полицию. Просто чудовище. Она писала то, что якобы ребенок упал об шкаф. След от 5 пальцев прямо на щеке. Да. Это И- просто смотреть невозможно. После первого удара пощечины она через 2 дня мне выслала приглашение на их свадьбу. Ваша падчерица выглядит так, как будто бы у нее не все хорошо с головой. У нее в стиральной машинке и белье, и посуда, там, и опарыш. Психика поломана у детей абсолютно. Вроде как отец младшей девочки. Приехал к нам для того, чтобы заявить свои права на ребенка. Но при определенных обстоятельствах. Тоже интересно. Давайте его позовем.